Я не думаю. Что, я не могу стоять и не думать. И реально, я думаю, охренеть, 2,5 часа просидели. Мне говорит, все на одну рожу. Ну, по идее, можно свистнуть. Это вам, бум, синяк поставили. Это двухэтапная процедура. Они есть, но они недостаточно насыщенные. Всем привет! Сегодня у нас третий день обучения нашего курса VIP Advance. Планы максимум были 3 модели полностью самостоятельные, и чтобы успела до конца рабочего дня, они уходили мы часов в 10, и 2 модели полностью самостоятельные, тоже без вмешивания. А у Венди сегодня программа максимум нарисовать с редкими волосками бровь, потому что она любит чистить мелко, много, мелко. А сегодня мы рисуем вот так, живописно. Я сейчас накидала ей, положу, и она будет повторять. Я в нее верю. Я не думаю. Что, я не могу стоять и не думать. Оно все одинаковое. И все одно и то же. Просто бесконечное останавливание, когда они совершают ошибки какие-то, и поправление. Это просто приобретение прикладного навыка. У нас самое долгое ожидание было в Москве, вот на последнем курсе. Тоже она. И они ждали в районе что-то 2,5 часов. Просто они приходят, особенно там в Москве, модели сидят прям вот ждут рядом. И они заглядывают, смотрят, что там делают. Иногда кто-нибудь в туалет выходит, они видят, что там делают, и не уходят уже. Ну вот, иногда психуют и уходят, когда их... Вот здесь они иногда психуют, потому что они не видят, что тут, они думают, мы чаи гоняем. А тут они видят, как тщательно они работают, как красиво получается. И реально, я думаю, охренеть, 2,5 часа просидели. Я говорю, может, уже на завтра? Нет, я ехала, пол Москвы проехала. Короче, пришлось заканчивать. Просто это же жрет мое время. У меня рабочий день с 10 до 7. А когда они Дуньку валяют, там долго делают, потом что-то мнутся, медленно все готовят, хотя можно это делать очень быстро. Они жрут мое время, а я люблю свое время. У меня были такие, просто посреди процедуры встает, говорит, я хочу есть, пошла, села, ест. Что? Как это вообще возможно? Очень разные приезжают. Но Венди очень старательная, она просто очень тщательно делает, долго думает, пока проведет, старательная, но медленная. Ну и, короче, модели могут уйти, и тогда как бы заявленное количество моих моделей, ну, будет меньше у нее моделей. Это не моя вина, она-то приходила. Знаешь что, они говорят, что мы для них все одинаковые. Они говорят, вы капец, все на одну рожу, я не пойму, кто из вас кто. Только тебя отличаем, типа волосы короткие. Потом к концу курса они начинают там особые приметы. Я говорю, ты что, не видишь, там нос большой, глаза, мне говорят, все на одну рожу. Как, впрочем, и для нас азиаты, допустим, первое время. Там очень сложно. Если поверхность повреждена, то кожа должна полностью восстановиться и перестать находиться в состоянии розового даже рубца. То есть у них есть состояние у рубцов красный, там, розовый. Это они еще когда очень болезненные, по ним вообще нельзя ничего делать. То есть это много лет должно пройти. Но по идее можно свистнуть, чтобы пришли те, и мы их бесплатно спасли. Ну вот мы кого-то из них пригласим. Причем это многолетние, они очень сложно будут удаляться, потому что там очень много пигмента, прям очень, он глубоко, он такой синий, когда он очень глубоко, то есть кожа искажает за счет большой глубины. Вот такие они, да, Южный парк. И там есть серия, где Эрик Картман, его отучали материться. Там электрошейник, и он его током било, когда он матерится. И я все мечтаю, во-первых, себе его, потому что я бы хотела не материться, я очень материться люблю, чтобы меня так, как рефлекс условный, перестало работать. И вот им тоже, потому что что не то, так ее током бы вштырила. Коррекция, она может
выровняются, да? Во-первых, они заживут, изменятся, потому что вот тут вот явно вот эта часть вообще не приживется, и она не особо нужна. То есть, если вы будете ватным диском аккуратно снимать макияж, не проблема. Главное, вот эту зону не трогайте, и все. Хорошо? Все хорошо. Когда корочки сойдутся, и там все равно будет асимметрия, пробелы, да, вы можете подкрашивать, когда корочки сойдут, вообще без проблем. Уже после 7 дней. Да, да. Чуть-чуть побаливает. Но они будут похожи на ощущение, как будто вам бум, синяк поставили. Как бы. Когда не трогаете, не болит. Когда будете мыть, будет неприятно. Но просто эта сторона, она всегда чуть-чуть выше и чуть-чуть более открытая. Я говорю сейчас о костях черепа. Реально, у всех. Ну, у 95% точно это вот конкретно эта сторона. И почти всегда мастера рисуют прям по волоскам, и они растут выше и дальше, и шире, и они обводят, и эта сторона всегда немножко больше получается. Я уже привыкла, это нормально. Просто нам надо убрать часть хвоста, часть тела и чуть-чуть излом перенести. И все. И это видно с большого расстояния. Когда ты близко, ты не видишь вот этих вот мелочей. Забегает и орет на мастера. Не на меня, а на другого. Орет прям. Орет. Они у меня выглядят как постиранные, мои брови. Корочки сошли, они побледнели, не такие четкие, как были. Я ей объяснила, все показала другую, где там результат заживший, но лучше. Там кожа, барьерный орган, уход, все и рассказываем. И вот просто я наблюдаю картину. Вот там я работаю, здесь кушетка, рядом работает этот мастер, у которого эта женщина. И она звонит по телефону мужу и говорит: там Ваня или Петя, неважно, там, слушай, говорит, брови мне нарисовали и говорят, что кожа виновата. Надо разобраться с этим, вообще какая-то типа вообще там что-то прям, да, разберись, говорят. Пришла на работу устраиваться помощницей потом. Do you use anesthetic? Yes? Yes, I did. Вам же не больно уже, анестезию она нанесла? Больно. Середина брови. Но это же не больно, это терпимо, Да, поэтому терпимо. лежим и терпим, все. Будете дергаться, будут Да я заглубления. не дергаюсь, я глаза открываю, а ей не нравится. Не открывайте, у нее же там рука лежит. Никому не нравится, когда на него зырит глаз такой, контролирует там такую работу. Короче, женщины крайне неадекватные существа. Они сами это знают. Все. Мы работаем обычно машинками Cheyenne. Это машинки для татуировки. Они оставляют такие точные, четкие точки. Они делают любые растушевки, волоски и все прочее. Но она не очень удобна для руки. Ну, вот некоторым девушкам ее держать тяжело. А эта машинка, она тоненькая. И как ручка ее держишь, она легко, как маркер толстый воспринимается. Я все пытаюсь найти компромисс, но пока еще никто не выиграл у Шаенов. Можно работать почти любым оборудованием, в принципе, просто там чуть сложнее получается. Но чтобы понять, надо оттестировать, надо штук 20 моделей, чтобы понять, как ложится, как заживает. Поэтому как бы, бывает просто кожа сложная, и с ней реально сложно работать любой машинкой. А бывает, что эта машинка виновата. Это двухэтапная процедура, потому что делается процедура, она заживает, мастер смотрит, как пигмент лег, какого он цвета, потому что мы цвет подбираем, но когда как бы заживает, кожа сверху новая образуется, она немножко искажает, оттенок может не устроить. Клиент может этого и не видеть, мастер только увидит. Или там будут пробелы, потому что так и намочила, так и почесала, там, ну, нарушила условия. И когда они учатся, они ошибки совершают. Кому там надо лазером прощелкать, потому что заглубился. Это же обучение. Кому-то там по форме что-то не то. Бывает, что вот такие прям симметричные, все круто, а зажило сверху чуть-чуть отвалилось, снизу чуть-чуть отвалилось. Они бах и стали несимметричными. Именно потому, что там не прижилось в разных частях. Ну, короче, ситуаций куча. Коррекция нужна в любом случае, потому что это не бумага, это живая кожа. Сложный орган очень. Почти что как хирург. Да. Скоро буду так пальцы нет, да, доставить, что подевала мне там. Чем толще и моложе кожа, тем больше пигмента она выталкивает, потому что она барьерный орган.
Ее функция защищаться от инородного всего. И чем взрослее суши, тем больше остаток. Ну, такая связь есть. И обычно надо сделать как бы, ну, процентов хотя бы на 20-30 ярче, чем будет, чем планируется. Ну, это стандартная рядовая задача, сделать ярче лицо за счет бровей. Они есть, но они недостаточно насыщенные, недостаточно там, красивая форма, недостаточно симметричные, как хотелось бы. И тратится куча времени с утра. Но конкретно в этом лице, ну, мы потом сядем, портрет посмотрим. Ничего не меняли, мы наоборот сохранили и сделали чуть выразительнее. Мы не меняли форму практически, это ее форма, просто чуть ярче сделали. Ну что, третий день подошел к концу. Он был сложный, но сегодня прям такой скачок. У них прям скачок, прогресс. Я люблю такие дни. Все такие, вот как это было, надо делать, круто. Вот. В принципе, все молодцы. Даже у Натали начало получаться. Она начала понимать, как важно вести эту правильную линию. Аллилуйя, потому что дома и сложно было заставить их это делать. А здесь она поняла важность, потому что она видит, что у нее получается, и их работы выглядят совершенно по-другому. И она такая, типа... И она даже отменила завтра утреннюю модель для того, чтобы еще потренироваться на латексе. Хотя могла это сделать дома, но как бы дистанционно я не могу заставить. Я давлю как могу, угрожаю отменой модели там, и так далее, но... У всех там дом, семья, работа, не у всех получается. Но вот завтра мы еще чуть потренируемся, я думаю, завтра будет еще круче.